Здравствуйте, меня зовут Любовь Бабкова. Сегодня я хочу предложить вам связать вместе со мной вот такие замечательные часы. Уверена, что процесс доставит вам удовольствие, а результат станет изюминкой вашего интерьера. Присоединяйтесь. Начинаем вязание с кольца амигуруми. В кольцо амигуруми провязываем 12 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Кольцо немного подтягиваем, но до конца не затягиваем. Оставляем отверстие примерно 5 миллиметров. Замыкаем в кольцо соединительным столбиком. Второй ряд нам нужно провязать 12 столбиков с одним накидом, и между ними одна воздушная петля. Вместо первого столбика мы провязываем 3 воздушные петли. Воздушная петля, второй столбик, воздушная петля, третий столбик. И так до конца ряда. Провязали 12 столбиков с одним накидом, воздушная петля, и ряд замыкаем соединительным столбиком в третью петлю нашего первого столбика. Вот что получилось. Вяжем третий ряд. Соединительным столбиком переходим в следующую петельку. И вместо столбика с одним накидом мы вяжем 3 воздушные петли, еще одну петельку, и вокруг следующего столбика мы будем вязать такой элемент, как попкорн. Как он вяжется? Попкорн состоит из 5 столбиков с одним накидом. Как мы его вяжем? Делаем накид, обвиваем столбик, вяжем столбик с одним накидом. Это у нас первый столбик попкорна. Вяжем еще 4. 2, 3, 4, 5. Снимаем петельку с крючка, придерживаем ее, вводим крючок в вершину нашего первого столбика, подхватываем петельку, пропускаем ее через петлю. Мы связали попкорн. Далее 1 воздушная петля. И между столбиками вяжем столбик с одним накидом. Дальше снова воздушная петля. И вокруг второго столбика мы вяжем второй попкорн. Накид. Столбик с одним накидом. Еще 4 столбика с одним накидом вокруг этого же столбика. 2, 3, 4, 5. Снимаем петлю с крючка, находим первый столбик из 5, вводим крючок, протягиваем снятую петлю. Второй попкорн у нас связан. Воздушная петля и столбик с одним накидом вот в это место, между столбиками предыдущего ряда. Воздушная петля. Таким образом мы будем чередовать столбик с одним накидом, попкорн. Между ними по воздушной петельке. Таким образом у нас должно получиться 12 попкорнов, и между ними столбик с одним накидом. Хочу показать, как у нас получается с изнаночной стороны. Мы провязали последний попкорн, проверили, что у нас их 12 штук. Между ними столбик с одним накидом. И замыкаем ряд следующим образом. Попкорн связали, воздушная петля. И вот вместо первого столбика мы вязали 3 воздушные петли. В третью петельку мы делаем соединительный столбик. Ряд закончен. Следующий ряд. Вместо первого столбика с одним накидом мы вяжем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Далее вяжем столбик с одним накидом в вершину следующего столбика. Пропускаем попкорн, и в вершину следующего столбика мы вяжем столбик с одним накидом. 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4.
и столбик с одним накидом в эту же вершину. Далее столбик с одним накидом в следующую вершинку столбика. Пропускаем попкорн, вяжем столбик с одним накидом. 4 воздушные петли и столбик с одним накидом в эту же вершину. Так продолжаем до конца ряда. Столбик с накидом, с одним накидом в вершину столбика. Вот у нас вершинка столбика. 4 воздушные петли и столбик в эту же вершину. Заканчиваем вязание ряда. Столбик с накидом, 4 воздушные петли и замыкаем соединительным столбиком. У нас должно получиться 12 арочек. Начинаем вязать следующий ряд. Соединительными столбиками, 2 соединительных столбика, мы переходим вот в эту арочку. И в этой арочке мы сейчас должны провязать 6 столбиков с одним накидом. Вместо первого столбика мы вяжем 3 воздушные петли. Считаем его за первый столбик. Далее второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Провязали 6 столбиков. Далее нам понадобится навык вязания рельефных столбиков. Они бывают лицевыми и изнаночными. Дальше нам нужно провязать лицевой рельефный столбик с 2 накидами. Мы делаем 2 накида, поднимаем 2 вот этих столбика, заводим с изнаночной стороны, как бы на лицо выворачивая вот эти 2 столбика и провязываем столбик с 2 накидами. Мы провязали лицевой рельефный столбик. Почему лицевой? Мы потому что как бы выворачиваем на лицо вот эти 2 столбика. Далее снова под арочку вяжем 6 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Дальше снова у нас лицевой рельефный столбик с 2 накидами. Делаем 2 накида. Вводим крючок с лица на изнанку, как бы выворачивая на лицевую сторону 2 вот этих столбика. И провязываем столбик с 2 накидами. Мы провязали лицевой рельефный столбик с 2 накидами. То есть под арочку мы вяжем 6 столбиков с одним накидом, а между арочками, провязывая вот эти 2 столбика, мы вяжем лицевой рельефный столбик с 2 накидами. Провяжите так до конца ряда. Заканчиваем вязание ряда. 6 столбиков под арочку. И лицевой рельефный столбик с 2 накидами вокруг 2 столбиков предыдущего ряда. Соединяем ряд соединительным столбиком в 3-ю петельку нашей цепочки, которую мы вязали вместо первого столбика. Ряд закончен. Далее мы будем работать вот только с этими 6 столбиками, которые у нас связаны над арочкой. Мы будем вязать изнаночные рельефные столбики. Отличие от лицевых тем, что мы будем выворачивать вот эти столбики предыдущего ряда на изнаночную сторону. Для этого вводим крючок с изнанки, выворачиваем как бы наизнанку наш столбик, провязываем соединительную петельку в первый раз, 3 петельки вместо первого столбика и провязываем второй. Делаем накид, выворачиваем столбик наизнанку и провязываем столбик с одним накидом. Мы провязали второй столбик. Третий. Провязали 3-й столбик. Делаем 2 воздушные петли. И вяжем еще 3 рельефных столбика изнаночных с одним накидом. 1, 2, 3. Вот мы провязали все 6 столбиков. Рельефный изнаночный столбик. Мы
столбики предыдущего ряда как бы вывернули наизнанку. У нас получается с лицевой стороны вот такая вот косичка. 3 столбика, 2 воздушные петли и снова 3 столбика. Вот этот столбик, который у нас рельефный, лицевой, мы его пропускаем. Вяжем следующее. 1, 2, 3. 2 воздушные петли и оставшиеся 3 столбика. 1, 2, 3. То есть мы провязываем только вот эти 6 столбиков. Вот эти столбики, которые у нас с двумя накидами, мы их не провязываем. Продолжаем так до конца ряда. Заканчиваем вязание ряда. 2 воздушные петли. Последние 3 рельефных изнаночных столбика с одним накидом. Замыкаем ряд соединительным столбиком в третью петельку нашей цепочки. Все, ряд связан. Вот что у нас получилось. Еще раз повторяю, при вязании рельефных столбиков очень важно не запутаться. Изнаночный рельефный столбик – это тогда, когда мы, обвивая столбик предыдущего ряда, как бы выворачиваем его наизнанку. И с лицевой стороны у нас получается вот такая вот косичка. Следующий ряд начинаем с того, что мы соединительными столбиками переходим вот в эту арочку из 2 воздушных петель. Начнем вязание отсюда. Вяжем вместо первого столбика 3 воздушные петли и еще 3 столбика с одним накидом. Второй, третий, четвертый. Далее 1 воздушная петля. И вот этот столбик с 2 накидами рельефный, под него мы будем вязать попкорн, который будет состоять из 5 столбиков с одним накидом. Итак, вяжем накид. И вот под этот столбик, вот мы его подхватываем, вяжем 5 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Петлю снимаем с крючка, придерживаем ее, находим вершину первого нашего столбика, протягиваем петлю. Попкорн связали. Делаем воздушную петельку. И вот в эту арочку из 2 воздушных петель мы вяжем 4 столбика с одним накидом. 1, 2, 3, 4. Воздушная петля. И снова вяжем попкорн под вот этот вот столбик с 2 накидами. Делаем накид и вяжем попкорн. 5 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Вот видите, мы провязали. Придерживаем петельку, находим вершинку первого столбика, протягиваем петлю, воздушная петля и далее вот в эту арочку 4 столбика с одним накидом. 1, 2, 3, 4. Так продолжаем вязать до конца ряда. Замыкаем ряд соединительным столбиком в третью петельку вот нашей первой цепочки. Все, ряд связан. Пусть вас не пугает то, что как бы вязание немножко стягивается. Это все выпрямится сейчас при вязании следующего ряда. Вот у меня получилось это так. Далее, вот на каждых вот этих 4 столбиков предыдущего ряда нам нужно связать 6 рельефных столбиков лицевых. Для этого первый столбик огибаем соединительным столбиком, вяжем 3 воздушные петли вместо первого столбика, делаем накид и вокруг этого же столбика вяжем второй столбик.
второй лицевой рельефный столбик с одним накидом. Далее третий вокруг второго столбика. Далее вяжем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И вот у нас остались еще 2 столбика. Вот они. И вокруг этих 2 столбиков нам нужно связать 3 рельефных лицевых столбика с одним накидом. Огибаем, выворачиваем на лицевую сторону столбик. Провязываем первый столбик с одним накидом. Второй столбик огибаем, второй. И вокруг этого же вяжем еще третий. Вот у нас получается, что на 4 мы связали 3, 6 воздушных петель и снова 3. Делаем одну воздушную петлю и снова работаем вот с этими 4 столбиками. Вяжем вокруг первого первый лицевой рельефный столбик с одним накидом. Вокруг этого же столбика вяжем второй. И вокруг следующего третий лицевой рельефный столбик с одним накидом. Вот мы провязали 3. Было 2, стало 3. 6 воздушных петель. Вот у нас остались непровязанными 2 столбика, вот они. Мы вокруг них вяжем лицевые рельефные столбики с одним накидом, но их уже будет 3. Вокруг первого 1. И еще 2 рельефных столбика вокруг второго столбика. 1. И вокруг этого же еще 1. Воздушная петля и работаем со следующими 4 столбиками. Заканчиваем вязание ряда, делаем воздушную петельку и соединительный столбик в третью петлю нашей первой цепочки. Вот что у нас получилось. Начинаем вязать следующий ряд. Соединительным столбиком мы переходим на одну петельку, чтобы оказаться над вторым столбиком, и вяжем лицевыми рельефными столбиками с одним накидом. Три петли подъема вместо столбика, и вокруг следующего столбика вяжем лицевой рельефный столбик с одним накидом. Под арочку мы вяжем 8 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Далее 2 рельефных лицевых столбика с одним накидом. Первый столбик, второй столбик. Следующие 2 столбика мы провязываем рельефными лицевыми столбиками с одним накидом с общей вершиной. Следующим образом провязываем, оставляем недовязанным этот столбик, следующий. И теперь 3 петли на крючке провязываем. Мы вот эти 2 столбика соединили и сделали их с одной вершиной. И у нас остается еще 2 рельефных столбика с одним накидом. 1 и 2. Под арочку мы вяжем 8 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Дальше лицевой рельефный столбик с одним накидом. 1 лицевой рельефный столбик с одним накидом. Второй. Следующие 2 столбика мы провязываем с одной вершиной.
не довязываем. Следующий столбик не довязываем. И теперь 3 петли провязываем вместе. И оставшиеся 2 рельефных столбика. 1, 2. Так продолжаем до конца ряда. Заканчиваем ряд. Недовязанный столбик рельефный с одним накидом. Второй лицевой рельефный столбик с одним накидом. И объединяем их вершины. Далее соединительный столбик в третью петельку нашей изначальной цепочки. Ряд закончен. Вот что у нас получается. Далее, вот у нас 8 столбиков, которые мы вязали простые. Мы их будем теперь вязать рельефными. Изнаночными рельефными столбиками. Вот первый столбик. Вяжем 3 воздушные петли. Это мы провязали первый рельефный изнаночный столбик с одним накидом. Далее второй. Воздушная петля. Третий. Четвертый. 2 воздушные петли. Пятый. Шестой. 1 воздушная петля. Седьмой. И 8. Вот мы провязали 8 рельефных изнаночных столбиков с одним накидом. 2 столбика, воздушная петля, 2 столбика, 2 воздушных. То есть на вершине мы вяжем 2 воздушных петельки. Опять 2 столбика, 1 воздушная петля, 2 столбика. И далее вяжем 1 воздушная петля, лицевые рельефные столбики с одним накидом. 4 лицевых рельефных столбика с одним накидом с общей вершиной. 1. Не довязываем до конца. Второй. Вот эти 2 пропускаем. Накид. Третий. Накид. Четвертый лицевой рельефный столбик с одним накидом. Вот. Объединяем. Воздушная петля. И продолжаем до конца ряда. Заканчиваем вязание ряда. Два лицевых рельефных столбика недовязанных с одним накидом. Третий и четвертый. Провязываем их вместе. Воздушная петля и соединительный столбик в третью петельку. Ряд закончен. И вяжем последний ряд. Столбик без накида между вот этими столбиками. Пико из 3 воздушных петель. 1, 2, 3. И столбик сюда же. Далее столбик без накида. Между следующими столбиками пико из 3 воздушных петель. 1, 2, 3. Столбик сюда же. Провязали второе пико. Столбик без накида под арочку из 2 воздушных петель. Пико из 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Столбик сюда же. Провязали большое пико. 2 маленьких, 1 большое. Далее столбик. Пико из 3 воздушных петель. Сюда же столбик без накида.
Между следующими столбиками столбик без накида. И между последней парой столбиков еще одно пико из 3 воздушных петель. Столбик без накида. Далее столбик без накида, столбик без накида. И повторяем. Пико из 3 воздушных петель. Столбик без накида. Столбик без накида. Еще раз. Пико из 3 воздушных петель. Столбик без накида. И вот под эту арочку вяжем столбик без накида. 5 воздушных петель. Пико. Столбик без накида. Вот что у нас получается. На вершине пико из 5 воздушных петель. Здесь пико из 3 петель. Здесь столбики. Один столбик, второй столбик. И повторяем. Заканчиваем ряд. Мы провязали последнее пико. Столбик без накида. Еще один столбик без накида. Вязание закончили. Я закончила вязать салфетку. Затем я салфеточку сбрызгиваю из пульверизатора водой и блокирую, чтобы она у меня вот так вот расправилась. Сильно она у меня не натянута. Просто вот так вот в свободном состоянии я ее расправила.